господа, всем доброго, прекрасного утра из отеля Берги. Конечно, любое турецкое утро должно начинаться с вкусного завтрака. На все включено. Так, ну с утра, смотрите, здесь встречают шампанским. Смотрите, можно здесь яичничку пожарить, омлет с утреца. Вот так вот я себе микс омлет заказал. Яйцо бенедикт взять с красной рыбкой, причем семгой, круассанчики. Здесь у нас тоже круассаны, булки, много видов разных, пончики. Обзорники ресторана покажу. Кто не смотрел, зайдите, посмотрите обязательно предыдущие выпуски. Там обед, ужин, я все показываю. Так, здесь у нас хлебобулочные изделия. Здесь еще тоже булки, можно тост себе зажарить, вот сюда засунуть и поджарить. Маслицем помазать, кексы всякие тут разные. Так, здесь у нас, смотрите, рыбный стол. Тут типа красной рыбки. Вот, но, видимо, сами делают такая, она вид невзрачная. Сейчас на вкус попробуем, может быть, немножко копченая будет, она как турчасовая. Слушайте, это что-то мне напоминает хвост леща. Да, как будто тут лещика разделали. Но это не на завтрак, явно надо на обед куда-нибудь или на ужин использовать. Так, оливки разные виды. Здесь у нас сухофрукты вымоченные в сиропе. Ну, то есть такие, как варенье сделано здесь. Хлопья. Идем дальше. Тут у нас, так, можно всякими приправами, я так понимаю, для пончиков, для блинчиков, шоколад, орехи. Все это, прям вафли с утреца делают. Смотрите, как аппетитно. Так, здесь еще пиши, это, по-моему, да, еще все правильно написано. Это что у нас такие жареные тосты, уже с сыром, с колбаской, блинчики. Так, здесь диет-стол, всякая гречка, овощи, курочка отварная, овсяные каши, манные каши, две каши здесь. Диет-буфет. Так, тут у нас, идем посмотрим, есть у нас овощи, салаты разные, листья салата. Здесь фрукты, бананчики, яблоки, нарезанные, вот, пожалуйста, грейпфруты, клубничка. Это у нас, кстати, поздний завтрак, и до конца завтрака позднего 20 минут остается. А обычный завтрак здесь до 10 часов, а поздний до 11. Так, давайте дальше посмотрим. Здесь у нас куриный бульончик, суп, там даже написано чечевичный суп. Здесь у нас гюзлеме, касадили, слушайте, такой сыр прям аппетитная штучка. Под кофе будет самое оно. Бюрек мясной, бюрек с сыром мераба. Бюрек вообще очень вкусный, из Турции берите, пробуйте. Картошка фри с утреца. Так, и здесь у нас, смотрите, яичница со шпинатом, грибочки, минимен. Это яичница с суджуком, тоже турецкая тема, попробуйте. Кому-то может понравиться, кто любит такие остренькие копченые колбаски. Здесь еще с сосисками яичница. Еще какой-то там у нас омлет. Так, вот суджук, кстати, вот так он выглядит, колбаса такая. Яйца вареные 3 минуты, 5 минут. Омлет с молоком, болтунья такая, яичница, сосиски еще. Так, вот здесь уже яичницу жарят. Вот, можно перевернутую, можно не перевернутую взять. Здесь что-то с капустой, что-то такое. Овощной гратен, мяско. Вот яйца тут еще варят. И тоже еще овощи. Так, дальше пойдем смотреть. Здесь у нас какие-то джемы, много видов. О, мед в сотах. То есть он не просто сотах, а уже сюда переложили, чтобы не текло. Тоже так можно. Берите, тоже это обязательно очень полезно. Жуйте его. Для десен полезно, для всего. Так, здесь много всякого варенья. Там у нас тоже джемы в упаковочке. Вишневый, ореховый джем. Мед даже есть. Ой, вот это вот малиновое варенье. Орехи вымоченные. Йогурты натуральные, домашние тоже. Пробуйте, очень вкусно. Можно туда фруктов напихать. Баночки для детей. Так, здесь у нас оливки с варенье, как мы их называем. Здесь у нас тоже, смотрите, колбаса, сыра разные, колбаса с сыром. Фаршированная такая, бутерброды какие-то, яйца. Еще сыр. Вот здесь еще тоже сыр, разные виды сыров. Очень много колбасный сыр и косички типа. Вот так вот. Здесь дальше пойдем. Балаваны. Для чего, правда, непонятно. Обычно вот в них как раз мед в сотах кладут. Так, еще вот хлопушки, воробушки ваш любит. А, вот, кстати, мед в сотах. Вот он. Голованчик берете, оп, выковырили и съели. Этот мед, бал, он по-турецки называется. Это жидкий мед, молоко, еще хлопушки, воробушки, много видов. Изюм тут есть. Очень много всего. Это у нас халва с арахисом. Тоже пробуйте, очень вкусная, турецкая, ее здесь все делают. Не та халва, что у нас в магазинах продается. Так что пробуйте. Рахат, лукумчик. А вот это что такое? Первый раз вижу. Что-то непонятное. Кто пробовал такое, напишите. Вообще первый раз реально такое вижу.
Так, еще рахат лукум, печеньки, сушеные яблоки детям будет очень вкусно. Так, ну вроде все с вами обошли. Я уже яичницу даже съел. Так, фреш, вот я тут видел, есть. Что там еще? В общем, баночные всякие напитки, типа минеральной водички. Вот фреш, но это можно не здесь брать. Я официанту заказал, он принесет. И вот пару детокс напиточков. Всем приятного аппетита. Вот он ресторанчик большой такой, там что на улице зона, там и там. Так, бар с напитками, кто любит с утреца, можно чем дринкнуть. Чаек и вот здесь кофеек. Я вчера делал, кстати, нормальный, хороший получился. Здесь, видите, зерновой кофе. Моль это делать можно, что там горячий шоколад себе взять, еще что. Здравствуйте. Араба. Günaydın. Доброе утро по-турецки, значит, günaydın. И вот с таким прекрасным утром и видом можно потрапезничать. Так, ну что, потрапезничали. Вот у нас главный ресторан, там большой корпус, там маленькие бунгало идут. И здесь, смотрите, есть кафешечка такая, сейчас то заглянем, можно кофейку взять и что-нибудь сладенького. Как вам завтрак, пишите. И вообще пишите комментарии, поддерживайте видео. Лайками вашими, комментариями на всех сервисах. Все доступные сервисы тоже под видео будут. Хотите без VPN, там все в 4К. Дзен, Яндекс, Рутюб. Под видео прям заходите, первая ссылочка. И там найдете везде. Очень удобно смотреть. Там же под видео все ссылки, кто хочет купить квартиру, да, в России, Турции, Дубай, Таиланд, зарубежка вся, Бали скоро еще будет. Вот, пишите все по ценам застройщика, без комиссии, проверенные все застройщики. Вас встретят везде, повозят, покатают, все это бесплатно. То есть не надо ни за что платить, за подборку там новостроек. Там тоже ничего платить не надо. 33 региона России у нас. Во всех 33 регионах, если хотите продать, купить, тоже пишите, обращайтесь, подберем вам правильную недвижимость с приростом цены или для себя, как вам надо, там, инвестиции. Под видео все заходите, сохраняйте. Ну, если тур оформить, тоже в все ссылочки внизу. Отправят вас в лучший отдых. Подберут вам самый лучший отель, потому что у нас самое большое количество отелей, наверное, на YouTube-канале. Это у нас уже лет 7, наверное, нашему каналу. В общем, отели не только Турция, кстати. Дубай, Таиланд, Бали скоро будет. Хочу сюда доехать. Мальдивы много. Так, ну вот у нас кофейня. Сам уже за кофе стоит. Я вам пока обзорчик сделал. В общем, здесь мороженое. Это 10 часов работает, кстати, до 10 вечера. Можно прийти, поесть мороженых, пирожных. В общем, все вот это мы вчера тоже заходили. После ужина шоколадки здесь стоят. Все вот эти десерты стоят. Сютлач. Смотрите, сколько тут вкусностей снизу, сверху. Бери, не хочу, называется. А не хочешь, все равно бери. Потому что это вкусно. Вот сютлач, кто не пробовал, попробуйте. Такой турецкий десерт. Традиционный везде в кафешках тоже продается. Мераба. Вот здесь помидорчики, видите, такие. Очень много всяких десертов. Это рахат лукум. Вот шоколадки тоже очень вкусные. В общем, берешь, не трапезничаешь. Вот же он уже кофе несет мне. Вот видите, что прикольно, можно внизу, а можно подняться наверх. Сейчас мы поднимемся, посмотрим. И вот здесь, собственно, кофеек. Кофемашина. Много видов кофе. Все, естественно, бесплатно. С 10 до 10. Обалдеть. В общем, вечером детки тоже могут забежать, сладенького чем-нибудь поесть. И холодный кофе, и горячий. Много-много видов. Берем кофеек. И вот сюда поднимаемся на второй этаж. С прекрасным видом на море. Здесь трапезничаем. Красота. Так, берем пару полотенец тут. И отправляемся на пляж. Полотенце еще по карточке. Мы, кажется, здесь надали карточки, но на них не просят. Они ужасные, а я взял просто полотенце. Так, здесь у нас большой бассейн с горками. Справа здесь бар. И вот с утреца в 11 часов дартс, дротики. Кто хочет, можно поиграть. Так, и перемещаемся на пляж с вами. Вчера был выпуск солнечный, красочный, поэтому зайдите обязательно посмотрите. Там подписывайтесь, колокольчик нажимайте, чтобы вам уведомления приходили о новых видео. Знаете, а сегодня немного тучно, но в Турции так бывает, сейчас тучно, а попозже раз и рассосется все. Так, вчера загорали вот здесь, на пляжу. Там пляж я вам тоже показывал. А сегодня хотим отправиться на пирс. Пирс, видите, какой широкий. Шезлонги такие здесь, большие такие, просторные. И там еще пирс, кстати, с кабаном большой. Бар есть. Так, смотрите, у нас сегодня по прогнозу показывает тучность. Она есть где-то, но не здесь. У нас солнышко светит. Такая легкая дымка есть, но прям даже жарковато. Видите, ветра практически нету. Флаг еле-еле колышется. Здесь у нас бар Саус. Я сейчас пойду зандер проныру сделаю. Водичка вчера была 23. Сегодня к вечеру нужно 24 будет, наверное. Видите, прям море спокойное, народ плавает. Как летом. Вода чистейшая, кристально чистая.
У меня вроде улучшения пошли с моим этим Кеймаритом. Но я не могу удержаться все равно. Сейчас занырну просто по-быстренькому. Давайте заряд вам всем морских, горных, турецких. Атмосфера классная, все загорают, отдыхают. Вот такие коротенькие видео можете видеть в Телеграме, поэтому обязательно подписывайтесь. Без VPN, без всего. И смотрите, прям онлайн все выкладываю. Поэтому обязательно подписывайтесь. Очень нужный ресурс. Наш российский. Надеюсь, никогда не заблокируют. Там очень удобно общаться. Можно прям свои фотки, свои видео прикладывать из ваших отелей. Поэтому обязательно заходите. Прям первая ссылочка. Вода обалденно. Вам, наверное, не видно, но там прям песочек. Все, я пошел за ныру-проныру делать. Он парасайлинг запускается. Но вы когда смотрите, уже, конечно, теплее гораздо будет. И море уже, наверное, 26-27 будет. Даже много обзоров накопилось, много чего наснимали. Поэтому смотрите, там все обзоры отелей. И в Нирване рядышком были. И везде-везде. И в NG были. Вот следующий еще отель потом в Кемерс поеду, через отель. Там у нас что будет, по-моему, в Кемерс парк. Поедем сюда. Так, здесь, видите, у нас душ есть. Можно соленую воду смыть. Салт. Бары, как называется. Салт. Так, давайте глянем, что здесь в баре есть. Главное, чтобы за музыку не забанили, будут кусками резать. Так, смотрите, пиво бутылочное нет, есть разливное. Потом по напиткам есть Red Label, Captain Morgan есть. Вот такие бокалы здесь. Чокгудзе. Бардак Чокгудзе. Так, этот... What rum do you have? Captain Morgan. Ага, Havana Club товар. Havana Club есть, ромчик. Ну, слушайте, можно хороший коктейль взять. Baileys Original есть. Я просто снимаю днем крепкое не пью. А апероль варно? Аперитива вар, да? А, в бич-бар есть. Но я не нашел в этом отеле оригинальный апероль. Чисто аперитива и такой красного цвета, не оранжевый. Тешакуляр, игельнар. Ну, нормально, видите, Red Label. Чивас варно, чивас? Лобби-бар. Ну, и там тоже в пляжном баре тоже есть. GB есть, ага. Спасибо, Тешакуляр. Вот в том баре, вот рядышком, тоже есть чивас. Так что все хорошо по напиткам. Ну, блин, на самом деле могли бы и аперольчик сделать. Хотя бы аперитива оранжевый. Он вкусненький довольно. Там вроде тоже итальянский. Сейчас во многих отелях делают. Ну, днем лучше что-то легенькое. Шампанское там. Просек, кто как любит. Я вот пенного иногда люблю. А, да, еще орешки там есть у них. Чипсы что-то не видел. Даже не спрашивал. Орешки есть такие, знаете, в своей упаковочке. Такие натуральные. Ну, то есть чистить надо. Вот это прикольно. Орать. Сейчас какая-то анимация была у бассейна, музычка играла, видимо, это водная, это акваэробика, а сейчас водный пол началось. 26 градусов, водички сейчас замерил. Ну, у вас уже в обзоре, когда смотрите, уже все 36, наверное. Не, ну столько, конечно, не будет. Ну, 30-очка будет лето. Не, 26 вообще достаточно, мне кажется, без подогрева само так нагревается. А у нас зато новый круг. Новый круг? Да. А, да, мы вчера за ужином сидели, нам девчонки отдали круг большой такой, с ручкой. Как мы уезжаем, говорит, возьмите. Я Никите свой пончик отдам, а круг это мой будет. Хорошо. Оль, что там, мини-клуб хорошо? Вчера показывал мини-клуб, обзор делал подробненький. Они вчера целый день просидели. То есть в этом модели прикольно мини-клуб отдал, там очень огромный. И вчера они реально целый день были. И сегодня вот полдня Жанна там была. И мы с Жанной здесь отдыхаем, а дети там. Полька ушла к нам захотела, а Никита там еще остался. А в PlayStation чего только нет. Бассейн с шариками. Ага. Поля орешки принесла из бара. Что за орешки? А, ну здесь, видите, чищены. Есть еще не чищенные. Можно попросить. Так, давайте вам еще тут на пляже барчик покажу. Тут тоже джин, Гордонс, Havana Club есть, Baileys. Тоже буду отрезать кусочками, потому что музыку банить будут за это. Red Label, Ballantines, GB. А Chivas вармы? Chivas вармы? Ну, в том баре он есть Chivas. Так, GB, ну, в общем, все. И просека тут есть. От того кольники нет, это неплохое, нормальное просека. О-хо-хо, вот это да. Надо было в меня прям. Так, и вот такие вот орешки есть. Видите, есть чищенные, есть нечищенные. Разные орехи есть. Смузи, шмузи. Все тоже есть чай, кофе. Red Label, да, он так сказал. Вчера показывал вам обед в основном ресторане. А сегодня пойдем вот в снэк-бар. Вечером здесь, кстати, Медитерран а-ля карт. Ну, 7 ночей у вас по-любому один а-ля карт будет бесплатно. Сразу записывайте. Здесь еще стейк а-ля карт, но он сейчас пока не работает. Сейчас в снэк-бар пойдем. С 7 до 10 а-ля карт, а с 12 до 4 закусочки.
Говорят, это очень вкусно. Вчера я бургер видел, и стейки. Сейчас посмотрим. Так, вводите QR-код, если у вас получится, по меню. Так, по меню, смотрите, сейчас я вам покажу. Суп дня есть, разные супы бывают, с моцарелла, салат руккола, в общем, еще овощной салат с тунцом, спагетти разные, пельмешки турецкие, пицца, несколько видов, кальцоны, потом бургер, несколько видов, вот мы взяли парочку попробовать, котлет на гриле, антрикот из говядины тоже взяли попробовать, морской язык, должен быть тоже очень вкусный, куриный шницель, крылышки баффало, картошка фри, йогурт какой-то, ягодный чизкейк, десерты пошли, яблочный пирог. В общем, вот такие вот менюшки тут. И, конечно же, прекрасный вид на море. Так, это салат с моцареллой, с вялеными томатами идет. Так, антрикот подъехал к нам. Ну, прям совсем тоненький, но, надеюсь, будет вкусный. Так, ну, антрикот очень вкусный, прям нежненький. Картошечка, вот это тоже все очень вкусные овощи. И бургер, я еще сказал. Выглядит прям мега аппетитно. Картошечкой фри подают. Соусы, пожалуйста. Ну, слушай, ну обалденно, можно в ресторан не ходить. Спокойно пришел, мяска поел, салатик поел с прекрасным видом. Обалденно, вообще 5 баллов. Так, смотрите, горочки. Змея. Двойная, кстати, вдвоем можно съезжать. Раз, два, три и еще 4 горки. Ну, такие высокие, приличные горочки. Снова обеда. Поспать нельзя. Тут лучше не спать днем. Обычно все на 7-10 дней приезжают. Лучше это время проводить с удовольствием. И можно зайти и взять мороженка. Я вот сейчас вышел, он поднять, потому что я это сейчас все снял в Reels и в Telegram. И я обнаружил, что здесь еще что-то есть. Слушайте, я бы так, мне кажется, не заметил бы. Все благодаря вам. Пошел поснимать, давайте посмотрим, что тут. Шаурма с курицей. Сейчас, наверное, попозже, да, будет? С 4 или... вот, с 12 до 4. Вот у нас шаурмишка. Ну вот, ее наготовили. До 4. Ну, видите, сейчас закрою, через полчаса это мы опоздали. С говядиной шаурма. Потом сэндвичи, вот можно брать. Потом дорогу можете, кстати, взять в аэропорт, чтобы там не вкупать, потому что там безумные цены. Берете сэндвичи, таким никто вам ничего не скажет, без проблем. Там вот прям тарелку убираете, пленочки оставляете. И все, нормально. Экономите семейный бюджет. Там вот что-нибудь себе купите. В сувенирчиках. Салатиков пару видов, прям с курочкой вижу. Видите, как все делать, чтобы не заветривалось. Вилочки, все одноразовая посуда и бар. Тоже можно здесь себе софт-дринк взять. Колу, фанта, спрайт. И вот так вот торопить. Слушайте, я этого места даже не видел. Пошел, называется, снимать. Смотрите, там какая-то зона, потому что я ее вчера не видел вообще. Мы там вот в фудкортах этих ели. Вот здесь еще можно потрапезничать. Ну, ничего себе дела. Вафли. Здесь фрукты. Хочешь целые, хочешь нарезанные. Здесь можно орешком все припорошить. Там этим кокосовой пудрой. И мороженка еще взять. Слушай, как неприметно, все это. И вон там еще что-то такое. Пойдем сейчас посмотрим. Сейчас своих позову. Кто они там в кофейне. И пиво, кстати, смотри, здесь еще есть. Это вот возле амфитеатра. Вечером тут всякие проходят мероприятия. Мини-клуб вчера снимал. Детские горочки. Территория вроде кажется небольшая, но здесь, вот я говорю, второй день уже, вторые сутки почти пошли. И реально только обнаружил новые места. Так, ну всю эту кучу пирожных я вам тоже показывал. Мороженое до 10 часов. Прям приходи, бери. Сколько хочешь. Там, кстати, новинка появилась. Сейчас мне Полина показывала. Вот это очень вкусная новиночка. Давайте теперь мы попробуем милку. Ответим. Вот Оля сейчас любит милку. Вот так вот. Видите, как с клубничкой. И вот это вот очень вкусно. Так, ну давайте посмотрим, что же у нас здесь. В этой зоне. Скорее всего, гюзлюме, да, вон там можно посидеть потрапезничать с одной стороны, с другой. А здесь, здесь не только гюзлюме. Вот они гюзлюмешки заказываешь себе с сыром, с картошкой, с мясом, с зеленью, с чем только нету. И здесь у нас еще бюрек. Это очень вкусное блюдо. Пробуйте. Пиде. Лахмаджун. Ух ты, здесь еще картошка жареная. С сыром есть пиде. И можно все делать айранчиком и водичкой. С той стороны можно потрапезничать и здесь. И сейчас 4 вот эти вагончики откроются. Вчера вам показывал их. Шли в зону гарден номеров. Походить, посмотреть, как тут. Ой, кошка тут. Уютно. Видите, есть первый этаж, есть второй. Второй этаж чуть больше. Но Жан говорит, будут это все убирать зимой и здесь свимап номера строить. Заново вообще все перестраивать. Этот есть теннисный корт. Но вот ракеток нет, но может быть надо спросить там, где.
вела и привела в свой кошачий дом. Здесь, смотрите, мандарины падают на ужин. Ничего себе, сколько мандаринов нападало. Пашка. Игривая такая. В барах нету нигде бутылочного пива, везде разливное, но люди пьют бутылочный Карлсберг лимонный. Есть подозрение, что в лобби-баре должны быть хорошие напитки. Посмотрим, пойдем. Так, смотрите. О, здесь есть Туборг Фильтресис, да? А, Бланк Кроненбург, да? Ну, Карлсберг. Карлсберг Лайм? Лайм? А, лимонный Карлсберг, смотрите, вот открытие. Только не фильтрованный, видите, Бланк, Туборг и обычный Туборг светлый. А ты шакер, что вот так вот. Апероля нет оригинального. А есть зато, смотрите, Бакарди Спайс, там тоже есть. Каптен Морган еще золотой здесь есть. А текила? Это турки? Turkey. А, турецкая. Альмека? Omeka maybe 1 week later. А, через неделю, да? Ага, thank you so much. Видите, может у вас будут новые напиточки. И лобби-бар работает 24/7. И зона очень приятно здесь посидеть. Тут внизу, там. То есть сам заезд, получается, туда, дальше. А здесь как бы он лобби-бар немножко в стороне. И на улице очень приятная зона посидеть. Хидон бистро здесь еще есть с 4 до 7 утра. Аж можно трапезничать. Вчера тоже показывал вам тут. Здесь проходит мини-диско. Смотрите. Здесь бар есть, но это не мини-бар, а такой для взрослых, наверное, а где-то здесь, вот, смотрите, при входе такие напитки им подают. Детские, наверное, раздающего нету. Я думаю, пока мини-диск, наверное, детский напиток. Так, это, в общем, что-то типа шоу ростовых кукол. Сейчас будет еще анимация, очень прикольно, привозной концерт. Смотрите, как классно сделано. Можно там сидеть, бар, и можно вот здесь посидеть рядом с кофейней. Так прям очень уютно сделано. Ну, естественно, можно в кофейню зайти, кофе взять. Слушайте, ну довольно-таки весело получается после шоу. Еще вон там диджей-сет проходит, и люди все танцуют и поют. В общем, весело. И потом все это дело перемещается вон туда. У нас главный корпус, ресторан. И вон там прям дискотека, вы слышите? Ну, что самое интересное, что мини-клуб работает до 12 часов. И вот наши дети там так все до 12. Так нравится им, и не выходят оттуда. Добренького всем турецкого дня. Слушайте, сегодня такой классный день. Вот прям, знаете, по-настоящему такой турецкий отдых чувствуется. Знаете, погода такая прям вот какая-то идеальная, знаете, такая турецкая. Вот, солнце прям светит. Обалденно. На пирсе сегодня позагорали. В общем, мы должны были сегодня отчаливать из этого отеля. Но мы не отчаливаем, потому что отель нам очень понравился. Мы решили еще на денек продлить. Сейчас по Людьке пойдем с горок кататься. А так в отеле все зашло вообще прям обалденно. Прям для нас. Без проблем мы можем. Так, вот тут подписчики приехали наши. Откуда вы? Мы из Сибири, с Новосибирска. Сибири. Вот только прям приехали, говорит, Вот 3 минуты, ну как, 3 часа назад, наверное. и сразу нас увидели. Да. И с первого сразу же загорелый, веселый человек. Я с тобой присмотрелся, то ли Брэд Питт, то ли Евгений Москва. Похож на Евгения Москва. Кстати, присматриваем квартиру. Ну это сейчас решим, поговорим. Да, но в перспективе мы ваши клиенты будущие. Да, хорошо. Хорошего отдыха вам. Спасибо Давайте. большое. Очень Отдыхайте. рады. Всего доброго. Передавайте привет своим землякам. Ребята, всем привет. Я уже ребята своим скинул, что вот. Вы все, когда в Турцию бронировали, отели, только через вас смотрели, что покупать. Ну, здорово. Вы Молодцы. попало не советуете. Спасибо, что смотрите. Так что тоже нас, видите, подходите, не стесняйтесь, не кусаемся. Так, ну вот они у нас горочки. Сейчас покатаемся. Так, детки уже, оказывается, катаются. Ну как? Реально как резали, Классно? очень классно. Не страшно? Так, а мне надо ватрушку брать или что брать? Камеру купили. А магазин продается в любом. На зоне хорошо можно взять. Из-за границы дешевле, просто подождать придется немножечко. Так, возьму большую. Так, вот они наши горочки, змеюка. Еще вон горки. Так, ну первыми поехали. Девчонки наши на змее. Давайте, толкайтесь. Раз, два, три. Здесь только на ватрушке. Без ватрушки можно? Ой, визжак-то как, не знаю.
Красота такая. Ух, на горке всегда поднимаешься так красиво. Я обожаю, если на горке подниматься и вот смотреть, покрутиться. Вообще весь отель видно. Очень здорово. Виды всегда обалденные. Так, а по соседству у нас, по-моему, Шервуд отель. Вон он такой большой здесь. Малоэтажный, там еще большой корпус. Виды здесь, конечно, горы обалденные. Такая горка есть, Змеюка. Самый высокий, и остальные чуть пониже. Где страшнее, спереди, сзади? Ну, наверное, Ну, давайте, Поль, помаши ручкой, Полин. Давай. Раз, два, три. Так, ну что, сейчас с Жанной. Давайте, толкайте нас посильнее. Не крутись. Хорошо, не бойся. О, какая красота. О, ничего себе. О, так, главное реально не вылететь. О, здорово. Че, не страшно? Нет. Классно, да? Вообще супер. Так, сейчас вот это розовую опробуем. Здесь уже по одному. О, ничего себе скорость. Ничего себе. О, супер. Почти не замочил камеру. О, классно. Слушай, такая экстремальная горочка-то. Похлеще той будет. Полина приехала. Слушай, ну классно, горочки, это очень нужно. Вы получаете дозу адреналина небольшую, и это полезно для здоровья. Реально очень полезно. И мужчинам, и женщинам, так что обязательно катайтесь на горках. Это безопасно. Не страшно, Полин? нет, вообще супер, там Ты очень моргаешь, да? классно. Да. Молодец. Там вот так вот, там кружочки, потом там что-то черное, зеленое. Да-да, вот ещё разноцветные. прозрачное. У кого-то сынок мой объявился. Это его многие потеряли, говорят, где Никита? Никит, ну как в горке? Классно? Офигенно? Ну, класс, молодцы. А он, знаете, где пропадал? В мини-клубе. Ну, здесь такой мини-клуб, вот они там с ребятами. Там и Полька сидела, играла, и Никита. То есть у них отдельная зона, там PlayStation, Xbox. Ну, в большом обзоре, видите, чего только нету. И они реально там зависают, очень крутой мини-клуб, прям вообще супер. Все, вам покажу потом подробненько, посмотрите. Реально крутой мини-клуб. Ой, я сама сейчас. Поэтому детки ваши здесь будут отдыхать с удовольствием, как и взрослые. Так, мне все больше и больше нравится традиция приходить вечером на пирс подзакатить. Сейчас легкая музычка играет. Здесь бар до 6 часов работает. Но сегодня, видите, что-то будет. Что-то масштабное строят сцену на пирсе. Так что вечером ждем какой-то пати тут. Тут у нас начнется, видать, скоро вечеринка. Вечериночка на пирсе под мутную луну. Так проводит время наша молодежь. Вот так вот, играя. Привет. А что, можно с джойстиком еще на телефоне играть? Ничего себе, чудеса. Не выражаться. Вот идем покажу другую часть. Детской зоны. А, ну то видите, бильярд можно поиграть. О, аэрохоккей, настолочный теннис. В общем, детскую зону оккупировали взрослые. Так, а для деток сегодня вечером клоун надувает шарики, раздает детишкам, веселит их. И что творит. Розовую пантеру из шариков слепил, ну вообще, молодец. Слушай, ну это просто шедевр, он, смотрите, там наделал черепашек ниндзя. Кого только не наделал, просто, я такого еще никогда не видел. Молодец. Так, ну что, мероприятие открывается. Красоточка. Коктейльчик тут приветственный. Да? Так, у нас тут начинается вечеринка на пирсе. Музыка играет. She goes up paparazzi, then she acts up. Even if she acts like she don't wanna go live.
дискотека в самом разгаре. Ну что, наш отдых плавно подходит к концу. Сейчас поужинаем и поедем домой. Что по отелю? Все, в принципе, отлично, все супер. Вы сами все видели. Wi-Fi, кстати, тоже очень хорошо работает. Минусов особых таких и нету. Ну, то есть, все, что видели, я все показывал. Так, где что-то грязновато. Вот у бассейна люди говорят, где амфитеатр, тоже грязновато. Ну, я думаю, все помоют. Вот. Я так вообще внимания особо не заметил. Эту грязь мне не сказали, я бы даже не увидел. Вот, а так все отлично. Вернулся я в этот отель еще один раз. Да, с удовольствием вернулся. Очень классно. Мне все понравилось. Так компактно, комфортно. Прям именно комфортно отдыхать. Вот по вот этим номерам, которые здесь виллы, вот эти, не виллы, какая-то бунгало, там есть нюансы. Ну, это Жанна будете оформляться, она вам скажет, есть нюансы, их надо обязательно учитывать. Вот, а так все отлично. Но этих вилл через год уже не будет, зимой их снесут и построят тут кое-что интересненькое. Вот, Сеймап номера здесь должны построить, будут большие. Ну что, и отправляемся с вами на ужин. Я вчера подснял вам, и сегодня, и все объединю, и у вас будет понятно, ну, вообще, какое объемное такое восприятие ужина. Как будто вы сами здесь несколько дней. Так, ну что, давайте начнем. Пару видов супа. К ним там добавочки всякие можно добавить, сухарики. Ой, какая аппетитная курочка. Куриные спинки на гриле написано. Баранинка, жареные овощи, рыбка, смотрите, целая. Рыбка не целая. Индейка. Леврек, сибас. Вот сейчас правильно написали. А днем был написано дорадо. Индейка, смотрите. Так здесь все подписано с соусом. Так вот все там жарит. Там прям на углях, кстати, жарит. Здесь пловчик. Стамбульский плов написано. Пожалуйста. Рис. Рис со сливочным маслом. А это что такое? Рулет из курицы. Дальше это что? Говядина, наверное, да? Кусочек. Так, это баня в кисло-сладком соусе. Здесь у нас пюре. Полина, иди пюре положи. Стейк из индейки. Рыбка еще. Мясной рулет. Так, здесь у нас фасоль, овощи, овощи, овощи. Разные. Хочешь горошек, хочешь картошечка. Так, тут у нас сыры разных видов. Холодный стол, салатики разные. Копченый сыр. Здорово. Вот это килька маленькая. Но она такая своеобразная. Соус потом уксусники. Да, вот это вкусно. Вот. Палочки. Или суховатые. Всегда суховатые были в Турции. Ну, на салат пойдет. Вот оливье, кстати, салатик есть. Так, что-то еще рулетики всякие. Обращайте внимание, что периодически бывают какие-то креветки или что-то такое интересное можно найти в этих салатах. Так, здесь еще тоже салаты. Соленье, варенье, халапеньо. Я так и не увидел на обед. И здесь тоже салаты, всякие соусы, оливковое масло. Хочешь целый, хочешь нарезанный, хочешь уже микс салатик. Перчики вот эти все тоже очень вкусные. И разные виды соуса можно добавить. Оливки тоже очень вкусные, маслины пробуйте. Обязательно, это очень вкусно. Если их не как у нас в уксусе делают, а здесь их жмут, а потом солят. И, в общем, они такие более натуральные получаются. Правда, соленые всегда, но вкусные. Так, здесь фрукты. Фрукты нарезанные. Здесь клубничка. Тоже салатик фруктовый. Здесь уже целый. Там, если у вас детки плохо едят, на вечер можно им взять там фруктов каких-то. Абрикосы, но еще пока не спелые, такие, видите, да, зеленоватые чуть-чуть. Груши, яблоки. Здесь у нас хлебная зона. Так, здесь у нас диет-стол. Смотрите, гречка есть. Тут у нас еще отварное мяско. О, какая аппетитная рыбная рыба. Вот это прям рыба. Вот я люблю вот что-то в калиаре такое. Ух ты, это курица в кисло-сладком соусе. Тоже очень вкусно, уже слюнки текут. Ягненок, картошечка, макарошки. Здесь еще одни макарошки, соусы разные. Вот еще несколько видов соусов. То есть тут, ну, и диет-буфет перемещику. Ну и чтобы не расслаблялись, к диет-буфету еще всяких вкусняшек кладут. Так, баклажанчик, как всегда, можно взять, пожарить на гриле. Здесь банки. Я показывал там на обед, вам, в принципе, все то же самое. Не меняется. Кто не смотрел предыдущий выпуск, посмотрите, зайдите. Здесь у нас пиде. Это тоже очень вкусно, обязательно пробуйте. Турецкое вот это пиде. Потом здесь еще овощи печеные и пицца. Разная пицца очень вкусная. Я сегодня ел, прям тесто офигеть какое вкусное. Приветственный стол у нас там. Так, там у нас бар. Ну, в баре все как обычно. Вино, пиво, там напитки разные. Там, кстати, еще второй бар есть. Так, здесь у нас пошли турецкие сладости. Их надо брать с шариком ванильного мороженого и с турецким чаем. Очень вкусно. Тут много-много всяких видов. Здесь пирожные.
За пиццей? Я уже еду набрала, я запила. Зачем тебе на ужин пицца? Ешь мясо лучше. Так, здесь тортики. Здесь у нас еще мороженое. 7 видов. И потом здесь у нас еще всякие пирожные, лодочки, торты, корзиночки. Все аппетитно так выглядит. Можно посыпать, присыпать сутлач, типа рисовой каши. Тоже очень вкусно. Так, ну и все. Вот мы с вами быстренько все оббежали. Вот так вот, зона раздачи. Там ресторан. Можно на улице потрапезничать. Так, сегодня новый день у нас говяжий язычок. Вот такой вот. Очень аппетитно выглядит. Рыбонькая. Язык очень вкусный, за добавкой. Ну так, в принципе, все то же самое, что и вчера было. А, ну вот еще шашлычки сегодня с котлет. Такой сегодня, смотрите, салат с креветочками, кальмарами, с мидиями появился. Слушайте, может, конечно, это и было. Мы сегодня первый раз пришли к открытию на ужин. Может, каждый день так было. Мы обычно, ну, так в серединке приходим, не паримся, и прям народ. Там прибавилось, чувствуется. Сегодня, смотрите, индейка вот такая вот шикарная. То есть какое-то разнообразие блюд, оно есть. Рыба вот опять каждый день и очень вкусные. Шашлычки всякие, кебабчики. То есть питание довольно хорошее на самом деле. То есть разноображивают они каждый вечер все. Здесь наивкуснейшее, просто вот обалденно. Каждый день ем рыбу. Так вкусно приготовлен этот сибас по-нашему. Леврек здесь называется, очень вкусно. Креветки тоже очень вкусные были. Кстати, красная рыба еще была. Взял чуть-чуть попробовать. Потому что по питанию все очень мне нравится, очень вкусно. Так, ну у нас сегодня третий ужин, уже третий день. По идее, в принципе, все то же самое, ничего не меняется. То есть целая рыба есть, очень вкусная. Еще вот другая разная рыбка бывает. Вчера язык был очень вкусный, прям обалденный. Вот, а так, ну, стейк, получается, нет. Стейки там по меню, где можно поесть. А так, ну, всегда и говядинка есть, еще что-то. То есть выбор как бы небольшой, потому что люди подходят, ну, мы обсуждаем тоже. И говорят, что типа, мало выбора. Я говорю, блин, ну хочешь такая говядина, хочешь такая, хочешь такая. Да, можно какую-нибудь лазанью еще сделать. Ну а что еще? Наделать, вот отварная курочка, если хочешь, наделать 1000 блюд разных. То есть можно все это перемешать еще в 10 разных там видов. И будет у тебя еще 1000 видов блюд. Вот, а так все, ну, зато очень вкусно, не знаю. В общем, по идее, как бы немного выбора, но все очень вкусно. И вот эта вот рыбка прям очень вкусная, она здесь каждый день. Это просто мега вкуснейшая рыба. Вот здесь еще мясо есть. Ну, еды на самом деле достаточно и очень вкусно все. Чё, Гюзай? Сейчас слышал, люди такие подходили, там спрашивают, а креветки будут там, а что так мало еды? Я говорю, блин, ну слушайте, много еды, достаточно. Что еще? Как вы считаете, напишите. Заполняемость отель 25%, то есть вот этот остров не открыт еще. Вон там можно что-нибудь жарить, то есть еще запас прочности есть, куда развиваться. Поэтому сезон может, да, еще побольше что-то будет. Ну и всегда тоже меняется по питанию. Вообще напишите, как вы думаете. Мне вот достаточно, я прям вот ем, и мне так вкусно. Что сладость, ну я все показывал вот это. Очень вкусно. Так, смотрите, после того, как сдали номер, у вас есть возможность пойти налево от ресепшена и попасть в чек-аут-рум. Здесь комната, можно отдохнуть, туалет есть, душевые есть, полежать даже вот можно, диванчик, видите как, балкон выйти, постоять. Вот холодильника нет, но так бывает обычно, водичка, что-нибудь еще. Поэтому можно здесь вот, вещи можете сдать в багажную комнату, там отдельный пакетик собрать, потом переодеться. Или в сауну, в спа можете ходить, там тоже можно помыться, душ принять, мыло там все должно быть, туалеты, какие-то все есть. Все, как всегда, не замечательно отдыхе, никаких мелочей, зажжитесь солнцем, морем, вкусняшками, пихтами, облепихтами. Огромной вам всем удачи и пока. Увидимся с вами в следующих выпусках. Так, наводите QR-код, если у вас получится, по меню